Стали на рынке центральный. Так удобно, всегда есть места в центре Лодзи, фиг что найдешь. Гляньте, какой прикольный билет. Я не могу устоять против этих качелей. 30-летний дождь. Замок красивый вообще. Доброе утро бывает только в отпуске. И когда тебе не надо на работу, тогда оно действительно доброе. Ой, так красиво. Я могу сама себе завидую. Офигеть. Это какая-то Швейцария. Видите, как Сашка выглядит? Я выгляжу точно так же. У нас эти палки, если бы не эти палки, было бы еще сложнее, мне кажется. Ой, так красиво. Но это не отпуск, когда ты умираешь на каждом шагу. Представляете, мы в туче. Я в шоке. Они беспощадные, эти беспощадные. Мы поменяли свои планы, что мы не пойдем завтра в эту гору. Всем привет! У нас через 2 дня начинается отпуск, и поэтому отпускная распаковка. В кадре выглядит как хамон. Нет? Реально как хамон. Блин, я бы с удовольствием хамончика съела. Так, мы, как и говорили, мы едем в горы. И это гурская распаковка. Частично. О, частично. Посмотрите. Для жопки купили. Для кучерявой, когда она не слушается. Я не знаю, зачем Сашка купил, но я только вот в одном случае знаю. Только я говорю, когда чупи не слушается, по жопе, по жопе, по жопе. Он уже ходит рядышком. А это для лап. Это да, для лап. Ну, потому что каждый день, не то что каждый день, 3 раза в день после прогулки всегда вытираем чупсику лапки. И тряпки, ну такой расходный материал, надо его постоянно покупать, тряпки новые. Ну и вот то, о чем мы говорили, смотрите. Палки для ходьбы. Мы же идем в горы. Ну, мы не такие прямо как бы высокие, там где-то горы. Но решили прикупить палки, потому что мы как-то в том году были в горах. И вот палок нам прям не хватало. И мы нашли какие-то палки природные. Чтобы мать природа подарила, то мы взяли. И так ходили. И было офигенски удобно. Ой. А в этот раз Сашка говорит, давай профики профессиональные купим. Блин, смотрите, какая классная. И их можно повесить. Такая веревочка на рюкзачки. Ой, блин, а как это? Я сломала. Подождите. Сашка, я сломала. Палки очень длинные можно делать. А, можно же вот так, как этот посох. Ну, короче, вот такая быстрая распаковка. Плюс мы еще заехали в магазин. Хотим, мы же будем ехать на машине 7 часов. Будем делать такие бургеры. Булочки такие мягкие, капец. Будем делать такие бургеры. Некогда готовить там котлеты или еще что-то. Купили вот такую курицу в панировке. Не знаю, она выглядит прикольно. Ну, будет прям KFC-шные. Да, Такие KFC-шные сэндвичи, бургеры. бургеры. Какой-нибудь соус. Ну, это мы нальем что-нибудь, зафигачим. И мы были еще в ХБ. Я увидела там такой мусс, гель для душа. Такой, ну, как мусс, так и называется, мусс. Хочу попробовать, потому что я росмановский обожаю. Он такой классный. Росмановский. Бутылочка росманская, конечно, выглядит прикольнее. Ну, попробую вот эту от ХБ. Она на скидке была 10 злотых. Потом наш любимый крем от ХБ. Тоже какой-то корейский, 50 мл. Был на скидке. И у меня, короче, закончился мой тональник. Я наслышана, что вот этот BB-крем от Миши очень классный. Он тоже был на скидке. Да, вообще была скидочная неделя. Получается 30% от стоимости, если вы купите на 80 злотых. Такой красивый. Попробую, пойду намажу. Ну, слушайте, интересно. И упаковочка такая приличная. Он еще с SPF. SPF 42. И я купила 27 номер. Всем отпускной привет! На полпути. Мы на полпути. Мы уже проехали 3,5 часа. Плюс у нас было 2 остановки. На перекус, на туалет. На просто продышаться, отдохнуть. И сейчас мы по пути остановились в городе Баранов.
Как он там? Ну, в Сандомирске Парк. тут есть Мгм. дворец с парком красивым, в котором мы пойдем погулять. Попробуем. И вообще тут такой миленький городок. Стали прям на рынке. Встали на рынке центральный. Так удобно, всегда есть места. Парки не нужно искать. Знаете, как в Лоди, в центре Лоди, фиг что найдешь. Слышите, кукушка где-то? Кукушка, кукушка, скажи, сколько мне... Ладно, не буду задавать этот вопрос. Короче, посмотрите, как красиво в центре. Ужонт вообще не работает. Ни одного человека не вошло, не вышло. Вот это я понимаю. Ужондам повезло тут. Красотень. Ну, идем в парк. Дошли до парка, где находится замок. Вот так выглядит территория. Сверху вот он, Баранов, Сандомирский. Мы оставили, получается, машину на бесплатном паркинге и идти, не знаю, 10 минут. Но очень красивая территория. Хочется ее обойти. У нас много времени. Билет в парк 8 Да. злотых. Вот сколько мы заплатили за двоих. То есть за одного, ну, за двоих 16 злотых. Понятно? И посмотрите, понятно, что за каждого по 8. Гляньте, какой прикольный билет. Сашка, они еще Да, мне понравилось. вообще... Хочется его взять на это, на память. На это, на память. Какой у нас... Сам, ну, то есть вместе парк и замок 32, по-моему. стоит. А, если и в... Мгм. Ну, ну, как бы Если в посещение замок зайти. замка входит посещение парка, Мгм. это 32 злотых. Тут еще есть паркинг рядом. Ну, он Ну, платный, мы наверное. 10 минут прошли. Ну. Паркинг, сколько? От 10 злотых. 15 злотых. Парк. Паркинг 15 злотых. Ой, красота. Слушайте, тут мне не хватало парков. Мне нравятся парки, люблю гулять по этой зелени. А сейчас еще начало осени. Класс. Даже есть в этом какая-то романтика. Вот и сам замок. Он, конечно, не с самой презентабельной стороны мы подошли. Нас заинтересовал вот этот фонтанчик. Нам захотелось охладиться, потому что сейчас, не знаю, мне кажется, температура где-то около 28, не? Ну, максимально. Градусов максимально. А мы одеты в штанах спортивных. Ну, завтра будет дождь. Ну, мы утром выезжали. Ну, очень красиво вообще. Посмотрите, тут получается ресторан и чинно сказали. И отель тоже чинный. Но мы не тут ночуем. Нам там, где мы ночуем, нам еще ехать часа 3. Да? 4! Кричит, 4! Пошли позаблудимся. А, вот, еще билетики не показала. Прикольно? Да, красивенько. Но в лабиринтах ты особо не заблудишься здесь, потому что кусты низкие. Мистер Очевидность. Сашка. Ну, раз мы уже снимаем обзор этого парка, решили заснять и детскую площадку. Но я так понимаю, это для жильцов, как Сашка сказал. Тут же есть отель. Блин, эти листики вообще... Вчера, мне кажется, еще не было столько листвы на земле, как сейчас. Сашка, ты знаешь, куда я иду? Я не могу стоять против этих качелей. Если у нас когда-нибудь будет своя территория, ну, в плане там дом, то я бы тоже поставила похожие качели. Мне так нравится, я бы там чилила. Вот они. Ой, Сашка, ты где? 30-летние дурки. Сашка, на качелю забрались. Блин, ну классно, релаксирующе. Знаете, тут нету никого, кроме нас. И людей, которые приехали в ресторан отмечать свадьбу. Сегодня пятница. И то Ну, не их факт, пару что свадьба. человек. Хотя, может, не свадьба. Но они не настолько были праздничные. Одеты? Да. Ну ладно, неважно, ну никого нету, только мы. Делай, что хочешь. Хочешь, качайся, хочешь, не качайся. Еще на территории парка есть такая симпатичная оранжерея. Мы уже туда не пойдем. Во-первых, потому что у нас, оказывается, в билете нет оранжереи. Мы Ну, что-то... Даже времени если не была, да. Ну, мы не рассчитывали на оранжерею, так просто. Мы уже подумали, можно, не можно войти. На билете написано нельзя, но мы решили посмотреть на красивый домик. Пойдем, так жарко Там без... интересно, что тут обучение гольфа. есть. А, здесь можно, да, обучаться гольфу. Почему-то. Именно гольф они выбрали. На территории замка чем еще заниматься? Ну, Гольфом? богатый. Да.
Ну и, пожалуй, будем заканчивать нашу прогулку по этому парку. Замок красивый вообще. Нам очень понравился этот парк. Он такой маленький, миленький, но мало посетителей. Ну, простоват. Мгм. Ну, понятно, что это не универсаль какой-нибудь, Да. как тут было. Хотелось бы, конечно, парижского Но он же шика. был офигенный парк. Мгм. такой. Самый крутой вообще. Мы очень советуем этот парк. У нас есть видео на ютубе. Можете посмотреть, перейти. А еще, не знаю, так обожаю, хожу как наркоман и трогаю вот эти кусты. Если вам не хватает релакса в вашей жизни, просто найдите кусты, вот так потрогайте. Ну, я не знаю, они как желейки. Посмотрите, они батончики какие-то. Ну, они такие классные. Потрогай. Я говорю, у тебя сразу энергия появится. Класс. Трогаешь в одном месте, а двигается во все. Надеюсь, там клопов. каких-то, Да какие клопы? Мы сами как клопы. Думали, что в замок уже не попадем, а нет. Вот попали, искали туалет, и оказывается, он внутри замка. И тут, дорогие мои и любимые наблюдатели, мы даже увидели с вами вот такой сервис. Сервис не просто абы какой, а аж 20 века. Такой красивый. Он так напоминает сервис моей бабушки, которая там, знаете, в деревне. Он тоже 20-го. Я тут еще уселась на диванчик, а напротив диванчика вот еще что. Считайте, что экскурсия по замку у нас тоже была, да, Сашка? Офигеть. Возле туалета прям президентский апартамент. Ну, выбирай, куда хочешь. Это когда Виталик будет отмечать свою свадьбу. Я надеюсь, что он будет отмечать ее в таком каком-нибудь классном замке. И чтобы в замке был вот такой ресторан. Виталику на заметку. Мы с удовольствием приедем. Подарим самый лучший подарок. Виталик, намек ты понял, где нужно отмечать свою свадьбу? Да, блин, так красиво. Ну вот и все, мы уже в машине, так жарко, и мы включили здесь охлаждение. Интересные факты про вот этот замок. Значит, во-первых, его сравнивают с Вавелем. Мгм. Я, конечно, Ну, не знаю. если с юморком, Оптимистично. то оптимистично. Но Вавель все-таки симпатичный. Ну, Ну, как бы это королевский. да. Ну ладно, но пусть будет так. Малый Вавель, пусть маленьким Вавелем называют. И второй факт интересный, что этот замок два раза горел, и он полностью восстановлен. Офигеть. 2 раза. Ну, внутри там Ну. такое. Так что, Интересно. ну, интересно. Ну, вообще, сама архитектура, вот парк, вот это вот все красиво. С вот растения, мы там видели декоративные яблони, вот это все очень красиво. Он такой маленький. Кстати, мы так быстро его прошли, я, честно, Без ждала эмоций как-то. больше масштабов. Но все равно классно. Это первая такая точка. Это не точка, ради которой мы ехали сюда из Лоди 3 часа, правильно? Это просто вот по пути размяться, отдохнуть. Но интересно, сам городок маленький, миленький. Все, поэтому нам еще пути 4 часа. Мы едем дальше. Мы едем в горах. У нас аж уши закладывает. Но вот посмотрите, какая красота. Спуск этот у нас, мы пока спускаемся, во-первых, машина заряжается, а во-вторых, вот эти вот еще повороты, и вот когда спускаешься, еще эти повороты, еще когда встречка, ой, капец. Ой, капец, посмотрите, какая красота. Боже, вот это природа, это Швейцария. Невозможно, я прям... Мы едем, кстати, сейчас подкаст слушаем, и такой какой-то классный денек. Даже мне нравится эта поездка интересная. Еще и красиво за окном. Помимо того, что просто едешь по Польше, ты как бы наблюдаешь местности, где ты еще раньше никогда не был, так еще и в приятной компании мужа находишься. Не могла не похвалить тебя. Ну, вы представляете, он весь день, 7 часов ведет эту машину. Ужас. 7 часов, это же капец. А нам еще ехать и ехать. Я представляю, как он устал. Вы видите, какая темень? Мы только сейчас приехали. Будем жить вот в этом отельчике. Саша пошел. Очень хорошие отзывы. И у каждого своя, ну, короче, комната, кухня, все есть. Классно.
Будем сделать рум-тур, сделаем потом рум-тур. Тут столько у нас соседей, машин много. Ой, я уже так хочу заселиться, мы столько ехали, я уже устала. Мы заселились. У нас такая миленькая комната. Получается, кровать, стол. Тут еще диван. Мы уже раскидали. Шкаф и свой душ и туалет. Я считаю, классно. Не знаю. Это так уютно, так чисто. И внизу кухня общая. Но это у всех тут вообще. А вообще внизу, когда мы вот это заселились, так офигенски. Надо уже, когда будет светло, мы тогда подснимем. Вот. Посмотрите, лохматы, устали столько в дороге. Хочется просто покушать, помыться и спать лечь. Доброе утро! Вот действительно доброе утро бывает только в отпуске. И когда тебе не надо на работу, тогда оно действительно доброе. Вот там горы, но они благополучно не видны, потому что туман. Но на улице, кстати, тепло. Сегодня будет вообще 20 градусов днем, там до 22. А пока градусов 17. Ну, не ветрено, ничего, как бы все классно. Мы ходим с Сашкой, смотрим территорию. И вот тут, ну, территория вообще офигенская. Там она такая зеленая. Там всякие площадки, где посидеть, чаек, кофеек попить. Так все ухожено, красиво. И вот тут можно на гриль-пати. Ну, там дрова есть. Вон дрова есть, смотрите. Собака есть. А где собака? О, вон собака. Охранник. Где наш чупсик? Еще дрыхнет, наверное, во всем. Вот, и тут можно сосисон нажарить. Смотрите, вон даже, ну, реально все продумано. Все можно. Мне нравится тут очень. Собака такая классная вообще. Лежит. Ладно, пойдем мы. Ладно, у нас какие планы? Мы едем в горы. Мы едем в горы, нам ехать это на машине минут 15. И в сумме сам поход в горы туда-обратно занимает где-то около 4,5-5 часов. Ну, Туда-обратно. Ну, короче, я сама не знаю, что мы увидим. Там нет конечной точки. Ну, для нас. Мы не идем там какой-то конкретный маршрут, мы идем, смотрим на Скрониско и идем дальше. И когда мы поймем, что мы хотим назад, мы разворачиваемся и идем назад. Вот как. Там виды плюс-минус одинаковые. То есть нет смысла идти на 3 часа дальше. Поэтому как мы захотим, тогда и развернемся. Удобно. Удобненько. Вот дом. Классный. А мы с этой стороны, вон наши окна вот эти. Ой, очень нравится. Что еще есть на территории? Давай вот сюда зайдем, посмотрим. Не, ну тут вообще такая красота, ребят. А еще и горы видны. Ну не сейчас, но вообще они тут видны. Ой, как вот пострижено все. Класс, лужайка такая, цветочка для детей, площадочка. Балдежно-прибалдежно. Почему нет качелей? Таких. Ой, огородик. Прелесть вообще. До нашего места назначения нам ехать 19 минут. Но посмотрите, по какой красоте мы едем. Господи, это... Нет слов просто. Настолько потрясающие горы. Вот этот туман в горах. И залили там тучи. Ой, так красиво. Не могу сама себе завидую. Честно говоря, мне эта погода нравится даже больше в горах, чем если бы было там солнышко, жарко. И вот как раз то, что нужно, все такое зеленое, так атмосферно, такое все серое. Ой, посмотрите. Ну, Песчады как бы славятся. Славится такую такой погоду. Вот это их фишка. Ну, это фишка. Это красота. Это невероятно. Очень красиво. Хочу немножко показать прям дорогу. Так прямо я кайфую, ребят. Еду и кайфую. Ой, ну как красиво. Боже, эти домики. Это какая-то такая туристическая деревушка. Тут какие-то магазинчики. Ну, такая туристическая, понятно, отельчики. Люди вон пешочком идут.
наверное, уже до гор каких-то. Ну вот видно, они... У нас тоже, кстати, есть палки, мы показывали. Мы купили. Мы полностью подготовлены. Ой, господи, эти горы в тумане. Ой, я аж мурашки по коже. Ну как красиво, боже. Мое восхищение природой. Как же мне нравится. Обалдеть. Поворотас. Господи, я готова снимать это вечно. И вот мы едем к паркингу. Боже, как... Ой, ай, солнышко еще мешает увидеть. Ну, сами видите, что говорить. Просто наслаждаемся видом. Я в шоке. Ой-ой-ой. Надеюсь, вам что-то видно. Солнышко прямо в нашу сторону. Офигеть. Это какая-то Швейцария. Это же недалеко от границы с Украиной. Ой. Офигеть. Как красиво. Ой, как красиво, боже. Я не верю. Видите, как Сашка выглядит? Я выгляжу точно так же. Мы поднялись. Сколько? Половинку. Половина уже есть? О, Да мы ну половину, его ура! Ребята, это самая сложная для меня гора, самая сложная. Потому что ты постоянно в подъеме, постоянно, ну вот, чтобы вы понимали... Не, ну это самая жопа вот сейчас впереди. Еще и высоко, и так прям, я не знаю, 45 градусов, мне кажется, в высоту. Но тут где-то 35, вот мы шли. И вот так вот постоянно в высоту ты идешь, без передыха, просто тупо высота. Нас обогнали все. Дедушки, бабушки, молодежь. Ну, мы периодически друг друга обгоняем. Но сложно всем. Еще плюс тепло становится. Что скажешь? Что твоя жена слабачка? Нет. Ну, дойдем как-то. Ну, я останавливаюсь часто, потому что я думала, что я люблю горы. Но, признаю честно, такие, наверное, не очень. Вот Ну, мне, это знаете, своеобразное. Эверест, вот он мне нахер не сдался. После вот этого, я и до этого не собиралась на Эверест. Но сейчас я поняла точно, что я бы никогда не пошла на Эверест. Ладно, едем дальше. Ну и последнее. У нас эти палки, если бы не эти палки, было бы еще сложнее, мне кажется. Всегда есть вот эта опора, так что кто в горы, очень советуем. Фу, ладно, идем. Ребят, прошло, не знаю, с того момента минут 45, может 50, я уже не знаю, мы столько отдыхаем. Посмотрите, это, наверное, самый тяжелый подъем из тех, который у нас был. Тут, я просто в ахере. Тут сколько мы уже, на какой высоте? Это 450 метров просто в гору. Уже 1000 с чем-то, наверное. Мы уже Сколько это? Ну вот, вид такой. Но нам еще до хера. Нам еще вон туда. Ну, это вот постоянно вниз. Но я уже не буду спускаться вниз. Меня уже не заставить. Потому что если я спущу вниз, и потом мне еще надо наверх. Я уже даже Саше один раз сказала в сердцах. Но я так не думала. Нет, я так думала, но я бы так не сделала. Я говорю, Саша, пошли вниз, умоляю. Саша говорит, нет. Я думаю, конечно же нет. Ну, я просто так сказала. Но Сашка, он всегда идет до конца. Я стараюсь с ним идти до конца тоже. Тут уже высота 1150. 1150. Еще 70 с чем-то метров подъема. Да. Сейчас смотри, какие кроссовки новые Уже ты доделал. новые. У меня тоже, посмотрите, какие взбитые. Ой, так красиво. Но я даже ради... Это не отпуск. Это не отпуск, когда ты умираешь на каждом шагу. Ребята, посмотрите. Но это вообще так красиво. Ну вот я не знаю, стоило ли ради этого такие страдания. Ну, наверное, стоит. Ну это просто тупо вид сверху. Сюда приехали, Да, просто тупо вид сверху. Это очень красиво, но это так сложно, что капздец. Спасибо этим палкам, нам надо купить еще по одной, если в горы пойдем. А мы наверняка пойдем, вы же знаете. Я сейчас говорю нет, 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 а потом это все забудется. И уже через 3 месяца мы уже где-нибудь в другом месте ходим. Ребята, мы после вот этого отдыха, отпочинку, вот там домик, значит, там первая остановка. Мы там побыли, посидели, почилили и потом спустились. Как бы по такому хребту прошлись. Ну, уже дальше не пошли. Ну, там чуть-чуть прошли. Но не супер далеко прошлись. Потому что нет смысла просто идти
чтобы идти. И виды, в принципе, одинаковые. Сколько хотели, пошли. Да, сколько нам надо было, сколько мы прошли. Ну и, в общем-то, идем уже обратно. Я вот сейчас думаю, это ж капздец просто. Нам сейчас туда подняться. Я даже не думала, что такой подъемчик неприятный. Иду и думаю, глаза боятся, руки, ноги делают. Просто идем и идем. Ну, красиво. Представляете, мы в туче. Я в шоке. Такой дым. Дымок. Дымок. Блин, это прямо в туче. Офигеть. В такой прям плотненькой, Сашка. Смотрите, все не видно дальше. Там горы. Класс, да? Шок, контент. Вот это да. А, кстати, я не помню, мы показывали саму вершину, как бы конец вот этой тропы. Такой домик стоит, там корчма. Ну, короче, не корчма, а, наверное, Это схрониска. схрониска такой, Как да. обычно. Все как обычно. Напитки, перекус. Туалеты, покушать чего-нибудь. Ну и дальше там тоже мы чуть-чуть прошли, мы вам показывали. Сейчас мы уже будем спускаться вниз. Блин, ну просто меня так удивило, ну вообще взбудоражило даже, что мы в туче. Круто очень. Видимости вообще нулевой. Ну что, мы вышли во дворик, тут так атмосферно. Мы уже, естественно, вернулись. Мы уже помылись, покушали. Ну, как бы даже отдохнули немножко. Но у меня до сих пор болят колени. У меня так были напряжены ноги. Был жесткий для непривычных людей. Ну, давайте честно, я спортом не занимаюсь вообще. Но тут как бы надо отметить, что кроме там, не знаю, 5% каких-то жестких спортсменов, там все страдали на этой горе. Ну, были спортсмены, которые бежали. Да. Вообще в офиге было. Ну, это какие-то марафонцы уже жесткие. Бегать там еще. Но многим было сложно. Ну, может, не всем, но видно было, что все отдыхали очень часто. Но было. Ну, там не просто однозначно. Ну, и у меня до сих пор болят колени. Мне прям сложно. Я вот тут вот... Мы живем тут на 2-м этаже. И мне, чтобы подняться, если я несу какую-то кружку или еще что-то с кухни, а кухня на 1-м этаже. Если я с кухни несу что-то до нашего покоя, вот этого комнаты, увидит, я как калека хожу, скажи. С одной ноги постоянно. Не с 2 ног иду по лестнице, а с одной. Ну, в общем-то, мне казалось немножко сложно. Ты добрый. Ну, в итоге... Вот. Но в итоге там было красиво. Понятное дело. Скажи. Ну, ожидалось, может быть... Мы не ехали сюда ради этого хайкинга. Да. Этот хайкинг был просто недалеко от других наших центров интереса. Ну, и поскольку походить по горам — это всегда плюс, и мы хотим... Ну, мы любим раз в год хотя бы где-то пойти, то совместить было очень удобно. Ну, как бы примерно все в одном регионе. Все наши интересы были с этими горами. Да. Мы думали даже 2 таких хайкинга сделать, но завтра я посмотрел, что там градус подъема, наверное, даже выше. И быстро и без усталости мы не сможем это После сделать. этих бесяд, они беспощадные, эти бесяды. И у меня так, ну, я уже говорила, так у меня болят колени, и Саша тоже как бы подустал, но нет. Ну, это самый, наверное, сложный. Он не самый долгий, но самый сложный. Мы поменяли свои планы, что мы не пойдем завтра в эту гору. Я там сдохну. У нас еще несколько дней впереди. Ну, мы просто по городам еще хотим походить, а если мы убьем. Я говорю, это что, отпуск? Это же отпуск? Чтобы мы тут устали, как собаки, и потом приехали дома и лечили колени. Что это за отпуск такой? Вот. Ну, так что, конечно, если вы там любите всякие подъемы, горы ходить, конечно, разок можно приехать, посмотреть. Тут классно. Классные домики, вот такие отели, как мы живем, вот в таком домике, он как бы домик-отель. И тут очень так миленько, атмосферно. Можно посидеть, тут классно, да? Пожить тут классно. Недалеко здесь горы, тоже это здорово. Ну, как бы, почему бы не посоветовать? Мы советуем. Просто мы говорим, что мы как люди неподготовленные, мы устали. Нет, так можно не обязательно ходить в горы. Просто уединенный отдых. Тут можно с этой территории особо не выходить. Тут и есть и гриль, и площадки, и ворота футбольные, и детские, какие-то различные батут. Скучно было бы.
Ну, понятно, что где-то погулять. Не обязательно, ну, прям в горы. Можно по лесу походить. Ну, Ну и плюс вот там, где мы, домик, тут нет такой деревушки, где там тут магазинчики несколько какие-то. таких домов отельных и все. Да. А есть там вот дальше, там прям такая небольшая деревушка. Там можно все-таки, наверное, пройти, хотя бы такой променад сделать. Такой, ну, тут так прикольно, вот можно уединиться много, где тут большая территория. Тут получается, я покажу вот этот дом за нами, это вот полностью отель такой, а напротив маленький домик, там хозяева. Они прямо тут ходят, закатки берут. Вот мы сейчас сидим напротив домик, они тут сейчас, у них, наверное, ужин, и закатки берут с подвала. Забавно. Они вообще такие молодцы, так ухаживают за территорией, очень здорово, да? Ну, вот, а мы сидим, Сашка пьет. Советуем. Мы сидим. Ссылки будут. Да. Не Ты ж пила, вроде а уже колени будет. отказывали, они лучше. Колени делать. Сашка вот такое пиво себе купил. 12 злотых. Блин, чуть не разбила, ужас. Буяню тут. А у меня чаёк. Вот так. И так мы сидим, а это колбаска. С дома. Остатки. Остатки колбаски. Ой, сейчас покажу вам дом хозяева. Хозяева. Ну и вот дом хозяев. Ну классно. А вот тут еще такой балкончик. Вообще домик потрясающий. Такие цветочки рядом. И мы вот так сидим. Там вон парковка. Вообще классно. Ну так-то мы делали вам экскурсию по территории. Территория очень такая уютная. Так что до завтра. Завтра у нас еще один интересный день. И плюс мы выезжаем с этого отеля. Возможно, даже интереснее, чем изначально. Мы поменяли планы. И такой более прикольно расслабленный день. Мы раньше заедем в следующее жилье. Больше, возможно, увидим. Ну, хайкинга хоть и... Ну, тут нету в конце вознаграждения такого классного, как морское око. Как мы были в прошлом году в Щелинец Вельки и Блендна скалы. Там классные... Ну, какие-то классные вот такие эти, скалы, вот интересные виды. А И здесь, там не здесь, тяжело ну, подниматься до них. ну да, это тоже. Просто, допустим, может быть тяжелый подъем, но вид или там как, типа озеро горное, оно стоит этого подъема. Да. А здесь ты понимаешь, ну там хатка. И хатка такая, знаете, мы не пьем. Ну, это неинтересно. Там типа отдых такой, причал такой. Ты там отдыхаешь, кушаешь, в туалет сходил, ну, ты свои какие-то там дела поделал. В основном там, понятно, воды набирают, алкоголь, по-разному, кто что. И ну, не очень интересно это. Ну, что на хатку посмотреть. Не, ну там видов, ну прям виды есть, но они не такие интересные. Ну там просто лесистые горы со всех сторон. Ну, прикольно, такие Ну, комнаты. это если мы поднялись первый раз вообще в горы, вот вообще первый раз увидели, то это бы нам зашло. Ну, 100%. Ну, наш первый выход в горы это морское око был. А и там виды после уж, морского извините. ока, тем более мы были и в морском око, и вот там вот Блендные скалы мы были, и мы были в турецких там тоже горах. Ну, короче, Уже чуть-чуть опыт есть. уже чуть-чуть опыт есть, поэтому мы не то что привередливы, ну да, уже привередливы. Не то что привередливы, ну да, привередливы, может, чуть-чуть привередливы. Ну, просто... Короче, 50 на 50. Ну, это просто природная прогулка была. Сложная. Нормально. Сложно, нормально. Ну, типа, сложность Слава богу, не это соответствует закончилось. видам. Слава богу, это закончилось. И всё, мы сидим дома. Мне спускаться было так же тяжело, как и подниматься. Все тоже? Ну, да. А были спортсмены, которые... Там реально, ой, там эти камни, эти ступеньки, так сложно. Этот градус, вообще пальцы вот эти... Пытаешься вот так вот сжать, чтобы не упасть в эти кроссовки. Ну, вообще, я не знаю, мне не понравилось. Но никто не обещал, что поход в горы должен быть комфортабельным. Ну, хотелось бы. Ладно, все, разговаривать. До завтра.